Андрей, ты профессионально занимаешься вокалом, делаешь это уже достаточно большое количество времени. Скажи, ты часто используешь в своей живой работе эффекты обработки вокала? Да, когда пою в ресторанах, либо с кем-то в дуэте, я использую ревер для того, чтобы... Добавить пространство, Да. как-то, чтобы вокал звучал Да, всё поинтереснее. Ты вот что больше любишь, добавлять ревера или дилей на вокал? Предпочтения Когда какие? как? Когда и то, и другое, когда все по отдельности. Но я стараюсь добавлять его очень мало, потому что со временем затупливается слух, и невозможно больше... Чтобы что-то чистый исполнить. звук вокала все-таки он Да. был на переднем плане. Это здорово, это отлично. И почему я задал такой вопрос? Сегодня мы с тобой на обзоре будем смотреть вот такой процессор эффектов от TC Helicon. Это вокальный процессор, называется он Voice Live Play. Мне будет очень интересно узнать, что ты о нем думаешь, и нашим зрителям, само собой, будет очень интересно узнать. Друзья, приветствуем вас на канале «Давай запишем». Здесь мы говорим о про-аудио. Сегодня нам будет помогать Андрей Позов. Обзор на вот такую интересную штучку. Поехали! Сегодняшнее устройство у нас имеет форм-фактор, оно называется Stompbox. Я не знаю, как по-русски это перевести, но просто ножной подножный контроллер, наверное, так его можно назвать. Андрей, сталкивался в работе с чем-то подобным? Нет, если честно, с таким ни разу не сталкивался. Что-то больше, что живет напрямую в пульте, да? Да, все так и есть. Процессоры, встроенные в пульт. Окей, в целом штука, она может показаться какой-то, немножко трудный в работе, но на самом деле здесь нету ничего сложного. Про управление поговорим чуть-чуть попозже. Сначала давай о том, что все-таки у нас есть на борту, на корпусе. Входы, выходы, конечно же. У нас есть вход для подключения микрофона. Сюда можно подключить и динамический микрофон, и конденсаторный. Здесь есть фантомное питание. Кстати, сегодня в ролике мы используем динамический микрофон. У нас есть стереовыход, также на XLR-разъемах для того, чтобы стереопару кинуть, допустим, вот в пульт, если ты работаешь где-то на живом мероприятии, просто кидаешь стерео, и у тебя, опять же, есть стереоэффекты, это очень-очень здорово. Даже так. Да, есть aux-вход для подключения плееров, или скорее все-таки в наш век телефонов и воспроизведения подкладов. Кстати, достаточно интересная штука, и о ней я чуть-чуть попозже расскажу более подробно, потому что там есть несколько особенностей, с которыми можно вот эту вещь использовать. Выход для подключения наушников. У нас сейчас подключен делитель для наушников, чтобы и у Андрея, у меня было по паре наушников. Делитель с усилителем, естественно. Вход под питание, потому что этой штуке для работы нужна розетка. И разъемчик USB для подключения этой штуки к компьютеру, для того, чтобы накатывать новые прошивки и для того, чтобы использовать вот этот самый процессор в качестве внешней звуковой карты. Да, здесь есть такая возможность. По управлению, что у нас есть на корпусе. Слева тут есть ручка, с помощью которой мы можем регулировать входное усиление, он же гейн, для микрофона. Спереди основное управление. Итак, все оно строится на пресетах. У нас есть вот эта вот кнопочка, на которой написано «Жанры». Нажимаем на нее, и здесь мы можем с вами выбирать сначала, какой подпункт у нас будет пресетов. Допустим, у нас есть «Все». У нас есть favorite, то есть любимое, все, что нам понравится, мы можем добавить в эту вкладку и уже отсюда выбирать какие-то пресеты. У нас есть showcase, это какие-то интересные эффекты отдельные, которые были вынесены. У нас есть, что это? Songs and Artists, это какие-то отдельные исполнители, отдельные песни. Там вообще все пресеты имеют очень интересное название. Они отсылают нас к каким-то известным исполнителям, известным песням, но при этом делают это так, не совсем явно. Но так, что все могут догадаться. Вы все увидите сами. Дальше у нас поп-музыка, рок-музыка, альтернатива, кантри, хип-хоп, R&B, рэп, дэнс-музыка. И пошли эффекты. Эхо, даблинг, ревер, гармонии, хардтюн, эффект мегафона, экстрим. Так, какие-то персонажи запиченные, видимо, и все. Это просто пресеты. Сами эффекты у нас живут в другом месте. Это просто отсортированные пресеты по эффектам. Допустим, если нужен какой-то ревер, сразу залетаем сюда и выбираем ревер. Я предлагаю вам открыть все-таки, где у нас все. Нажмем
еще раз. И вот у нас открылись пресеты. Всего их тут, давайте ради интереса посмотрим, 234 пресета. Достаточно много. Ну и есть пресет пустой, который мы с вами можем раскидывать под свои хотелки. Как все это дело устроено с точки зрения... Я хочу сейчас найти что-нибудь... Прикольное, да? Да, сейчас. Билли Джей М. То есть, вот, мы смотрим, как бы, мы все прекрасно понимаем, что это Майкл Джексон. Но как бы, вроде как и не явно, но при этом по звучанию эта штука будет нас отсылать. Как устроен каждый пресет? Заходим в кнопочку «Эффекты» и смотрим. Итак, первый раздел — это U-Mode. Это всякая модуляция. Слушай, я думаю, мы сейчас с тобой можем, наверное, все это начать слушать. Давай-ка я накину наушнички, и мы с тобой начнем прослушивание. Итак, U-Mode — это модуляция. Я бы сейчас все остальные пресеты, точнее, все остальные эффекты отключил. А спой что-нибудь акапеллы, так будет просто поинтереснее, а я буду... Да, давай. Слушай, тут, мне кажется, было все возможное, что только можно. Тут какие-то пришельцы, роботы. Да. Так что, если вы хотите поугарать, ребят, тут есть все, что вам нужно. Так, давай дальше переходить. Второе — это у нас дилеи. Ну, я думаю, тут можно даже на каких-то просто единичных репликах, чтобы не особо это все вокалом нагружать. Так, скажи что-нибудь. Everybody but you need. Так. Четвертушки, восьмушки. А давай восьмушки послушаем. Восьмушки. Триплеты. Раз. Так. Вот так. Бум. Бум. Ух ты. Это стерео пинг-понг пошел. Лево-право. Так. Так себе. Так. Вот Что-то хлопающее. Так. Окей, было. Опять же, у нас здесь есть уровень, то есть мы можем делать потише, сам эффект можем делать погромче. Есть фидбэк, то есть это количество эффекта, ну, по соотношению возвращаемого вот этого сигнала от дилея, вот этот хвост. Его, опять же, мы можем делать побольше, можем делать потише. Пойдем дальше. И третьим у нас... у нас пошли ревера. Давай тоже на каком-нибудь вокале его послушаем. И можно такие фейдики делать. Ну что ж, интересно. И ты заметил, скорее всего, что здесь у нас есть и румы, здесь есть и плейты, здесь холлы, здесь есть какие-то даже арены. Была в конце вот эта струна, это Spring Reverb, достаточно интересный. Я даже половину таких названий
Видишь, как все запущено здесь. Вот. Но штука действительно интересная. Интересная, согласен. Дальше у нас идут гармонии. Вот это очень интересно. И тут небольшая будет у нас пауза, потому что я хочу объяснить вам, как работают здесь гармонии. Они будут считывать тональность несколькими способами. Во-первых, если вы подключаете сюда, ну, допустим, ваш телефон, с него играет минус, то эта вещь считывает тональность минуса через AUX-вход и уже гармонизирует, подгоняет вот эту самую гармонию под тональность минуса. Достаточно интересно, да? Вот. Еще здесь можно жестко задать какую-нибудь тональность, если вам это вдруг интересно. И, конечно же, здесь у нас есть функция, которая... Тут вмонтированы микрофончики, мы их с вами, скорее всего, не увидим, но они здесь есть. И эти самые микрофончики считывают все, что происходит вокруг. И, допустим, если ты играешь с каким-то акустическим коллективом музыкальным, эти микрофоны слышат музыку, они считывают ее тональность, и уже вот этот гармонайзер начинает работать тональность твоей группы. Круто. Достаточно интересно. Давай послушаем, как эта штука звучит, и пойдем дальше. Очень интересная штука, и ты, скорее всего, заметил, что она тебе, вот эти голоса, когда два голоса, ну, допустим, тут видно, когда один силуэт — это один голос, когда два силуэта — два голоса, он два голоса раскидывает по стерео. И это действительно интересно, особенно прикольно. Если это в зале, да, я думаю, что с ревером, с каким-нибудь... Да, это будет круто звучать. Конфетка. Вот. Опять же, здесь есть ряд настроек, здесь есть, ну, вот эта громкость, здесь есть настройка тональности, то есть можно задать вот тональность ручную, и настройка хит, потому что ты, скорее всего, заметил, что я нажимал на эту штучку, она загоралась, и эффект начинал звучать. Так вот, каждый из всех эффектов, из всех вот этих эффектов, которые мы сейчас с тобой смотрим, можно запрограммировать, будут ли они выключены, будут ли они включены, или будут ли они включаться при нажатии вот этой кнопки. То есть, по сути, ты можешь запрограммировать себе пресет, там, как тебе удобно. Да, то есть ты можешь прописать ревер, дилей, допустим, какой-нибудь хорус, а на припев поставить вот эту штуку, чтобы она срабатывала при нажатии. И то есть у тебя припев, ты вдариваешь по ней и... Очень удобно. Да, да, действительно. Вот, я думаю, с этим все. Сейчас давай его off. И пойдем дальше. А дальше у нас что? А дальше у нас даблер, то есть это штука, которая раздваивает. Даже тоже интересно, как она будет звучать. Давай-ка посмотрим. Так. Вот это очень забавный был. Очень, да. Так, давай посмотрим, что еще. Это было неплохо. Вот. Мне особенно нравится вот этот бородатый здесь мужик. Здесь даже показано, да, прости, перебью, бородатый мужик и девушка. И то есть это как... Повышение, получается, да, и понижение. Низкий голос и высокий голос. голос. Да, то есть он туда-сюда.
Вот. Что у нас здесь еще есть? Это Hard Tune, это прям, не знаю, это эффект Cher, его так, наверное, можно назвать. То есть очень жесткий автотюн. Давай его попробуем сейчас послушать. Мне даже интересно, что из этого выйдет. А попробуй что-нибудь сказать просто в эффекте робота. Раз. Что не... Прикольно. Робот. С тебя действительно очень забавный робот. Да. Но это тоже, это такие, знаешь, приколюхи, но, возможно, где-то там у тебя есть какая-то режиссерская задумка в твоем треке, и это тоже, опять же, можно использовать и вот назначить на кнопку, и все это дело будет работать с кнопки. Так, и седьмой, последний эффект — это всякие различные фильтры и искажалки. Тут эффекты мегафона, дисторшна и так далее. Тоже давай послушаем быстренько, благо их тут не так много. Ну, я по-быстренькому прошелся, потому что там все-таки гитарные штуки, слушать через них вокал, ну, такое себе. Но, опять же, эффект мегафона можно использовать тоже, на концертах, да, в каких-то треках, это будет очень здорово. С эффектами мы с тобой разобрались. Давай снова выйдем в главное вот это окошко. Итак, здесь у нас что представляет интерес? Вот эти кнопки, в основном, с которых идет управление, и кнопки переключения. Стрелки, как ты видел, с помощью вот этой ручки мы можем подгонять какие-то параметры, и с помощью вот этих стрелок так удобнее, если эта штука, допустим, у тебя стоит внизу, да, в ногах, ты прям можешь ногой бацать по стрелке и переключать пресеты. Допустим, у тебя трек-лист на вечер там из 8 песен, у тебя прям в ряд 8 пресетов на 8 песен, и ты просто переключаешь их, это очень удобно. Или какой-то попури, да? Из опять же, да, если ты делаешь да, мышап, какую-то склейку, то ты прям внутри нее можешь себе сделать. Очень круто. Да. Так, смотри, что еще есть. Еще настройки. Самое интересное, естественно. Но, опять же, мы сюда будем возвращаться из-за различных функций, которые я тебе хочу показать. Favorite, то, что я тебе говорил, это твои любимые пресеты, которые ты можешь очень быстро выбирать. Practice. Вот это тоже достаточно интересная функция. Это, по сути, такой... это встроенное караоке. То есть оно считывает, да, прям автоматически? Оно считывает, да, и оно тебе выводит всю информацию касательно твоего голоса. То есть, насколько ты... Ну, то есть, если ты хочешь узнать что-то больше о своем вокале, если интересно, то вот, пожалуйста. То есть здесь, как сильно ты, допустим, мажешь, какой у тебя диапазон вокальный, вот эта вся штука уводится сюда. Очень интересно. Прикольно. Да. Микс здесь настраиваешь все по громкости. То есть вот нужно побольше в наушнике, делаешь побольше в наушнике. Там вот луп, здесь есть система лупинга, если интересно. Тут тоже можно подкрутить. То, что приходит на AUX, опять же, и мастер-выход здесь можно настроить, и это достаточно удобно. Нырнем в настройки. Тут есть несколько функций, которые вот прям очень хочу на них заострить внимание. Во-первых, вход. Ну, я тебе уже говорил, что сюда можно подключить динамический конденсаторный микрофон, выбрать что угодно. И более того, поскольку здесь есть встроенная звуковая карта, в качестве входа ты можешь выбрать USB воспроизведение, то есть у тебя сюда пойдет не то, что идет с микрофона, а то, что ты воспроизводишь с компьютера. Допустим, ну вот как я вижу, как это можно использовать, интересно. Ты записал чистый вокал, ты поставил там, допустим, закольцовку воспроизведения, у тебя вокал идет чисто сюда, и ты просто роешься и подбираешь свое звучание. Ну, как бы ты не поешь, ты слушаешь только себя, и ты ищешь свой звук, потому что так намного комфортнее, как бы, потому что когда ты поешь, ты слышишь и себя внутри, и это немножко сбивает. А так ты слышишь конечный результат, и уже можешь нарулить какой-то вокал. Тоже достаточно интересно. Смотри, что здесь еще есть. Есть вот такая штучка, Tone Style. По сути, это еще одна улучшалка голоса. Здесь у тебя есть динамическая обработка, и здесь есть эквализация. То есть, если у тебя вокал звучит как-то тускло, ты хочешь его делать поярче, вот, пожалуйста, обращайся к этой штуке. Я думаю, снова я тебя попрошу что-нибудь спеть, какую-нибудь акапеллу. Давай. И я порулю, и мы послушаем результат, как будет меняться твой голос.
На 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 на. На 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 ни да на ни. Вот так, это была последняя. Еще здесь у нас есть pitch. Тоже достаточно интересная штука, но с ней нужно быть очень осторожным, потому что если сейчас вокал у тебя звучал без питча, то если мы его переведем где-то в положение, ну вот давай на половинку, 50%, и ты что-нибудь нам сейчас снова заакапелишь и послушаем. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Ну, тоже такая интересненькая штучка. Да. Немножко она детюнит, добавляет такой искорки вокалу, но с ней нужно быть очень и очень осторожным, потому что все-таки эта штука, она для определенных жанров. Как бы это нигде не написано. Да. Это такая негласная история, что будьте внимательны, когда используете pitch, друзья, одним словом. Есть еще функция Vocal Cancel. Это, на самом деле, эта штука работает за счет фаз. Она вычитает фазы, и, допустим, из плюсовки ты можешь получить минусовку. Но она получается, на самом деле, паршивого, такого поганого качества, и если использовать эту функцию, то я думаю только дома, знаешь, если ты хочешь попрактиковаться, просто тренироваться. Подобие задавок? Да, такая задавка, по сути, она у тебя, она использует вычитание, и ты слышишь вот эту музыку. Наверное, сталкивался вот это чувство, когда ты слышишь, и она как-то неприятно, как будто в голове, внутри головы звучит. Да. Вот та же самая история. Как бы ее пиарили, ее рекламировали, но на самом деле на живом мероприятии я бы эту вещь использовать не стал. Это, честно от меня. Мы с вами вплотную приблизились к финальному тесту, пока Андрей у нас морально готовится, собирается. Я сделаю небольшую ремарочку про aux вход, я собирался вам рассказать, и в целом, как у нас будет проходить тест. Здесь есть очень интересная функция, на которой написано aux to main out. Сейчас она on. Это значит, что если мы что-то будем пускать по этому проводу, допустим, ты подключил телефон, пускаешь в него минусовку, этот минус пойдет на мастер. Вот. То есть там будет твой голос и вот это самый минус. Опять же, если мы зайдем в микс, мы там сможем все это подрегулировать, выстроить, как нам нужно. Но если мы здесь выставим off, то минус на мастер у нас не пойдет. Но, о чудо, ты в наушниках этот минус будешь слышать. То есть ты можешь спеть, и на записи, потому что мы сейчас записываем стереосумму отсюда, будет твой голос, но минуса не будет, хотя ты его будешь слышать. Ты можешь записать просто свой голос. И потом уже подсвести, если это нужно. Что будем делать мы? Я сказал, что здесь есть встроенная звуковая карта, но мы сегодня не пользовались, потому что у нас микрофон, потому что у нас вот микрофоны для говорения с Андреем. И для того, чтобы записать все вместе, мы пользуемся нашей внешней многоканальной звуковой картой студийной. Всего 4 канала, я напомню, мы пишем. С нее же, с этой самой карты, мы и будем пускать минус. По проводу он у нас придет в aux-in. Ощущили, да? Этот минус будет слышать Андрей. Он под него споет. И все, что пойдет у нас отсюда, со стереовыхода, на звуковую карту, напомню, на нашу, запишется, но без минуса. А минус у нас уже есть с цифровой рабочей станции. И потом все, что от нас будет нужно, все, что от нас потребуется, просто подсвести как-то это все дело, скомпрессировать, и будет звучать отлично. Вот. Я думаю, можем что-нибудь с тобой записать. Опять же, заметьте, мы сейчас нарулим пресет, какой-нибудь поинтереснее, и кое-что самое интересненькое, самое такое, что добавит перчинки нашему треку, мы запрограммируем на эту кнопку. И где-то в середине трека я ее нажму. Слушайте внимательно, какой результат после этого последует. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm
when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time when she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't home. Anytime she goes away, I know, 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 no, from the million days alone, 'cause ain't no sunshine when she's gone. Ну что, самое сложное позади, теперь нужно подбить итоги. Скажи, что думаешь об этой штуке вообще? Ну вот ты сейчас, ну, грубо говоря, ты с ней работал, ты ее слышал у себя в ушах. Как она тебе по звуку? Ну, как сказать, Лех, по звуку неплохо, но... Видал и получше. Да, хотелось бы лучше, но мне кажется, она полностью окупит свое дело для тех, кому это реально нужно, кому это будет прям реально удобно. Это кавер-группы, когда ты там скачешь на сцене, у тебя нет времени, там, и ты подошел, нажал, и... Ну да, естественно. И она работает, есть да. кнопка, и с этими даже забыл ее выключить после нашего с тобой теста. Опять же, можешь программировать какие-то интересные штуки, просто нажимать. Плюс здесь есть вход для фудсвича, кстати. Если вдруг такого инструментария тебе недостаточно, можно взять, выставить, поставить, нажать и все. Вот. Ну, в целом, я солидарен с Андреем. Эта штука, она на своего покупателя, она на свой определенный сегмент, и она неплохая. Она звучит вполне на уровне. Здесь есть много различных интересных эффектов. Мы так галопом по Европам, все же их тут очень много, но постарались послушать как можно больше. Я думаю, остальное, друзья, за вами. Как всегда, зову в комментарии. Напишите, как вам эта железка по звуку, по управлению и так далее. Если ролик пришелся по душе, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ведь, напоминаю, это был «Давай запишем». И здесь мы с вами говорим на тему про аудио. Кстати, сегодня мне помогал Андрей Позов. Ему можно передать привет в комментариях и написать спасибо. Друзья, я не прощаюсь. Я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Ну, сейчас она как клонирует. То есть это тут, по сути, всякие штуки типа хоруса. Помогал Андрей Позов. Ему также можно передать привет и сказать спасибо в комментариях. Ну, они... Заново. Так, что там заново?